Пару месяцев назад листала Твиттер и наткнулась на этот пост. Мне показалось интересным, что тут дорисовали тело к части головы персонажа, видимо, из какого-то мультика. Так у меня появилась идея. А что если я буду додумывать дизайн персонажа только по его голове? Хватит ли у меня фантазии, чтобы это нарисовать? Таким образом, в своем телеграме я предложила вам скинуть вырезанные головы ваших персонажей с маленьким описанием для этой идеи. И из предложенных вам персонажей я выбрала 3. Конечно, воспринимайте это видео как развлекательное, так как на создание дизайнов я ориентировалась на свое собственное представление о дизайне и по большей части на ассоциативное мышление, типа если красные глаза, значит злобные, надо злодейский дизайн делать. А если в описании написано, что перс скромный, значит надо рисовать его в закрытой одежде и так далее. Конечно, я утрирую, но думаю, вы примерно поняли саму идею видео и то, как я там буду мыслить. Кстати, тот перс из того твита оказался вроде бы из мультика «Страна овощей». И как бы он выглядит так. Но в каком-то смысле, да, в твите ему дорисовали тело. В любом случае, идея уже есть. Кстати, ребята, хотела вам рассказать о том, что буду участвовать в арт-фестивале Хотон, который пройдет, знаете где? В Якутске. Букорока арт-фестиваль Я там буду в качестве приглашенной гости, где буду продавать свой мерч, стикеры, значки, брелоки и принты. Фестиваль пройдет с 16 по 17 декабря по этому адресу. А всю остальную информацию про фест, про программу фестиваля, про то, где продаются билеты, можете найти в их соцсетях. Мне еще дали промокод для покупки билетов, не забудьте его использовать. Буду вас там ждать. Я решила, что стоит записывать реакцию в реальном времени, чтобы эмоции сохранились и так далее. Но я это, думаю, уже прописала в виде текста, как я думала сейчас, и сейчас сразу приступим к делу. Вы мне скинули очень много персонажей, но я, к сожалению, выбирала в течение первых 2 дней что-то, и одним из первых, кто скинул, это была Аля Розен, вроде так читается, вот этого персонажа. Я же вначале еще объясняла про ассоциативное мышление, свое представление о дизайне, все такое, и знаете, вот это вот все во всей красе сейчас и проявится. Но я начну издалека, чтобы вы все поняли. В Геншин я уже как 100 лет не играю, но иногда лайкаю арты по теме. Но больше месяца мне попадаются видео на тему Скирк, и там люди возмущаются на ее дизайн, про то, что ожидали более статного дизайна, а не девочку с космическими колготками. Там ее обычно рисуют, в редизайнах рисуют в доспехах, такую вот загадочную. И этих постов с редизайнами, видео с редизайнами у меня так куча штук попалось, что я теперь в белобрысых девочках вижу только Скирк. Точнее, ее редизайны. И вы поняли, к чему я сейчас веду. Я вот смотрела на перса Али и думала, боже мой, я вижу в этом редизайн Скирк. Но это, конечно, вообще не обвинение, просто я объясняю свою мысль. Но мы ни одной Скирк едины, поэтому дальше я начала думать, какой же у нее может быть дизайн. Вряд ли у нее могут быть доспехи, как я изначально подумала, потому что не дочитала. Не начала даже читать описание, а там, оказывается, она еще и басистка. Там уже идея про средневековый дизайн вышли из головы, надо было думать на современную тематику, но доспехи из моей головы все еще не выходили. И я не могла понять, что за черная часть одежды вот это вот. Я просто видела в них доспехи. Я продолжала их видеть, поэтому я их и нарисовала. И думаю, с моей стороны вышло немножко нечестно, потому что я сделала более открытые плечи, то есть видно, что на рисунке она полностью черная, а у меня тут частями все. Дальше я начала думать на тему, я все-таки нарисовала доспехи, значит, тема группы, в которой она состоит, должна быть какой-то готической, что ли, на темную такую тематику. И вбахала тут и корсет, и джинсы клеш с нижской посадкой, и перчатки кожаные, которые полностью закрывают ее руки с такими вот цепями. И, конечно же, сломанную бас-гитару. Итог мне очень даже зашел. Я рада, что я смогла, по моему мнению, конечно, сочетать доспехи с современной одеждой. И то, что у меня редко выходит, но силуэт очень даже читаемый. В любом случае, суть моей идеи не в том, чтобы просто угадать, что может быть нарисовано в дизайне персонажа, а еще в том, чтобы это как-то интерпретировать, что ли. И в этом случае, мне кажется, я вообще не угадала, какой у персонажа может быть дизайн. Начиная с того, что я не поняла, что за верх у персонажа, заканчивая тем, что, мне кажется, я даже настроение персонажа не смогла угадать. Мэйби только там, не знаю, одна бас-гитара схожа, и все.
Ой, все, сейчас будем смотреть, что там на оригинальном дизайне. Мне, на самом деле, понравилось то, как я рисовала самого персонажа, но, опять же, я, кажется, вообще не угадала, что там может быть. Сейчас вот открываю файл, который мне дали доступ, и там первое, это вроде бы... Слушайте, есть схожесть, я все-таки нагадала на тему готичности какой-то, как раз таки. Что-то такое есть. И на тему доспехов, возможно, нагадала, потому что вряд ли это, типа, тканевые части. Думаю, железные какие-то. Кстати, тут надпись «Что-то среднее между готом и костюмом на Хэллоуин. Брошка с Дня мертвых». Вот. А я угадала. Тематика я, да, угадала. В каком-то смысле мой дизайн можно назвать каким-то альтернативной версией костюма, типа для выступлений. Я прям в открытом наряде ее нарисовала, а в оригинальном я прям с ног до головы почти закрытая, даже неловко стало. И я ставлю себе где-то 6 из 10 балл, потому что я все-таки угадала с тематикой. В принципе, армор-то не зря гадала. И я думаю, могу себе давать балл за то, что мой дизайн можно использовать как альтернативу костюма. Так что да, я вполне себе довольна, и еще тут вроде мне нарисовали артик. Красота, очень красиво, спасибо большое. Ой, ребята, хочу вам рассказать про курс 2D-художник нового поколения от Home Digital School, который дает базовые знания в рисунке. Курс идет целых 5 месяцев и имеет 10 модулей обучения. Например, вы начинающий художник. До этого рисовали только на бумаге, но думаете, что курс вам не подойдет. Из-за того, что у вас мало опыта в диджитале? А нет, первый модуль обучения как раз таки про первые шаги в диджитале. С этими знаниями адаптация к планшету пойдет быстрее. Обучение идет от простого к сложному. Вы изучите основы рисунка, объем и перспективу, и многое другое. И, конечно, примените полученные знания на практике. Создадите 3 итоговых проекта для портфолио. На курсе акцент на практику и на постоянную консультацию с профессиональными кураторами. Они будут проверять ваши домашние задания и ответить на любые ваши вопросы. Преподом курса является художница Анна Дикава с академическим образованием и со стажем преподавания более 7 лет. Поэтому в программе курса только необходимые знания. Также у школы есть свой закрытый Discord-клуб, где можно пообщаться с другими учениками. В нем есть биржа для заказов, где вы сможете попрактиковаться в работе с ТЗ и получить денежные призы за выполненную работу. Время подарков. Home Digital School специально для вас подготовила подарки к Новому году. Держите промокод на скидку в 20% на курс 2D-художник нового поколения. Также бонусный подарок – гайд на концепт сундука. В этом гайде вы узнаете о том, где брать идеи для артов и как создавать уникальный дизайн на примере новогоднего сундучка. А курс поможет вам уже сейчас перейти на новый уровень в рисовании. Забирайте подарочный гайд по ссылке в описании и записывайтесь на обучение. Желаю вам всем успехов! Второй персонаж у меня от, я не знаю, как читается ник, скинули мне вот это розовое чудо. Перс меня зацепил своей прической и этими золотыми вставками. Моя голова сразу же подумала про Стивена Юниверса и про страну самоцветов, потому что перс похож как будто на хуманизацию какого-то камня. Опять же напоминаю, что сравнение не в обиду, а для того, чтобы найти фундамент, на то, чтобы додумать, какой дизайн может быть у персонажа. И вообще потом у меня вышло не то, что я вот сказала. Вначале я представляла персонажа как взрослую женщину. Глядя на ее шею, мне показалось, что перс такой высокий и худой. И я ей отрисовала узкое закрытое платье, сделала его узким, чтобы показать как раз таки ее худобу. К тому же я решила нарисовать такие коготочки на ее ручках, потому что в описании было написано, что она такая меланхоличная и нестабильная. А под нестабильностью мне показалось, что она такая эмоционально нестабильный персонаж, то что она колеблется между спокойствием и какой-то агрессией. И как бы смотря на ее платье, может показаться, что она такая закрытая скромняшка, но глядя на ее ручки, она может и цапнуть. Но я это все вам зря рассказала, потому что я это все потом стерла. Потому что я пошла потом читать, что такое меланхолия. Я что-то забыла значение этого слова совсем. А это означает как раз таки болезненное, угнетенное состояние, тоска и хандра. Какая тут агрессия мне показалась. И как бы я подумала, а кто же такой грустный и нестабильный? Подростки. И вот она уже из женщины превратилась в молодую девушку.
И я же ранее сравнивала ее там с персонажами Стивена Юниверса. Конкретно она мне напоминала жемчуг своей худобой. Таким образом, у меня в голове возник образ грустной балерины. В этом случае я также обратила внимание на ее руки, и вместо агрессии на этот раз я подумала, что она какой-то грустный персонаж, который в себе как-то не уверен, и я неуверенность решила показать сложенными в переднем плане ручками. В итоге я довольна тем, что у меня вышло, но меня не покидает мысль, что первая версия дизайна больше будет похожа на оригинал, чем то, что я сейчас сделала. Как будто персонаж это все-таки статная женщина, а не неуверенная в себе балерина. Так, я что-то волнуюсь смотреть, что там может быть. В виде персонажа так, у меня открывается диск, я вижу фул, он у меня грузится, и там чё? Это не женщина. Нет, это... Я вообще не угадала, что может быть. Меня сбил с толку вот этот вот камень. Мне казалось, что это часть какого-то платья, типа изысканного. Это просто вставка, оказывается. Кто знал? Ну, слушайте, я считаю, что оригинальный дизайн намного интереснее, чем то, что я нарисовала, так как я вряд ли бы додумалась до 4 рук. Но я все-таки одно угадала. Это не человек. 1+. Какое-то космическое существо. Мой дизайн даже нельзя считать, типа, альтернативным костюмом, потому что я с телом даже не угадала. Как так-то? Но моя додумка все-таки оказалась верна насчет, типа, уверенности, статности женщины, но я вряд ли в этого этаже персонажа есть пол, но не буду гадать. Я себе ставлю счет 2 из 10, потому что я совсем не угадала даже сеттинг персонажа. 1 балл за то, что я хоть как-то поняла его телосложение, хотя я думаю, это было очень даже понятно. И другой балл за мое первое предположение насчет статности какой-то. И -8 за то, что я нарисовала балерину. И последний персонаж, 3, это от Dartis. Изначально я планировала подрисовывать тела к готовой части головы, но я быстро поняла то, что у нас у всех разные стили, и вряд ли я смогу нарисовать точно же похожее тело к готовой части головы, чтобы оно там идеально подходило. Но этот персонаж зацепил меня своей стилистикой, потому что он чем-то напоминает мою стилистику. И персонаж мне сразу же показался очень колоритным, и в голове с первого взгляда у меня появился ее дизайн, предполагаемый дизайн. Но в отличие от 2 предыдущих персонажей, у меня не было ассоциации с какими-то персонажами из аниме, мультиков, сериалов и так далее. Но при поиске референсов я нашла стилистику, которая похожа на мое представление о персонаже. Это девочки, видимо, из дизайнов старых аниме, и характерной их чертой является большая обувь, большие перчатки и такие вот большие завороты на одеждах, я уж не знаю, как это называть. И как раз-таки я решила эти большие части в дизайне использовать в своем дизайне. В описании написано «Хитрая вумен, которая защищает город от монстров». Вначале я прорисовала такую героическую позу и добавила к ней оружие, которое она защищает город. Изначально я планировала ей какое-то огнестрельное оружие нарисовать, но потом я поняла, что я такое оружие не умею рисовать, и пришла к довольно простому решению — нарисовать молот. На вырезке видно то, что у нее какой-то строгий костюм, и на плечах я увидела нашивки, и это как раз-таки сочетается с ее кепкой. Напоминает какой-то военный костюм, но вспоминаем то, что это какая-то драка с монстрами, и тем более вот это вот сердечко на голове с розовой палитрой. Думаю, с этим персонажем более мультяшный, поэтому я решила избавить дизайн персонажа от строгости. Нарисовала ей такой короткий пиджачок с нашивками и сделала такие надутые рукава. Тело персонажа я представляла под грушу, то есть широкими бедрами, и акцентирует это очень хорошо как раз-таки короткие приталенные шорты. А дизайн завершают самые большие перчатки с большой обувью. Отдельно про оружие.
Как я говорила, вселенную персонажа я представляю мультяшным, и оружие к нему соответствующее. Есть же вот эти детские молоточки резиновые, и когда их бьешь, они отскакивают, потому что там они под пружиной все сделаны, еще пищат. Так вот, оружие у нее такое же почти что, но с шипами. А еще я посчитала, что сердечки это какой-то опознавательный знак ее группировки, поэтому добавила их и к обуви, и к оружию. Итог. Мне очень понравилось рисовать этого персонажа. Как я говорила, она очень колоритная. И из всех дизайнов, которые я нарисовала в этом видео, мне кажется, что это больше всего попадает под оригинальный дизайн. Думаю, там все-таки какой-то мультяшный сеттинг, у нее есть какое-то оружие 100%, но вряд ли это молот. Возможно, даже угадала ее телосложение. С какими-то частями одежды, но сейчас посмотрим. Так, я записываю реакцию на full. Открываю Google Диск. Открывается full персонажа. Я тыкаю, закрываю глаза, жду загрузку, и там... Да. Все. У нас Дартис, миндальная связь. Очень хороший персонаж, прям читаемый. Прям смотрю на нее и вот представила такой же дизайн. Видите, я угадала с этими надувными рукавами, с перчатками, ну, типа с большой обувью, с этими заворотами тоже. Видимо, она какой-то Купидон. Но все-таки она Купидон. И как я говорила, у нее огнестрельное оружие какое-то. И это, думаю, лук. Так что с этим я тоже угадала. Я говорю, я вначале сказала, что вот у нас стилистика с чем-то схожа, персонаж читаемый, и что в итоге это и вышло. И знаете, сколько я себе поставлю? 10 из 10. Это почти что прямое попадание. Прямее вряд ли будет. У Дартис прекрасные персонажи, прекрасный стиль, у нее даже Телеграм был. Вот, как будто я рисовала, имеется в виду, мультяшная сисечка такая же, как у меня. Сказала бы даже лучше. Великолепно. И Каина любит еще к тому же. Кстати, не забывайте про курс 2D-художник нового поколения. Ссылка на него в описании. Честно, это не постанова. Я так и не задумывала заканчивать видео, но вот так вот и получилось, что третий персонаж настолько был похож на мое представление о нем. Мне очень понравилась моя идея, я очень рада, что я все-таки решила это как-то реализовать, а не оставила все это как просто идею. Но главное то, что вам, возможно, понравится моя идея, и вы поставите лайк, напишите комментарий, возможно, как раз таки оцените, насколько я все-таки попала в оригинальный дизайн, поставьте свою оценку. Может, как раз таки с балериной вы подумаете, вообще 100% попадание, а не мое вот 3 из 10, поставите там 9 из 10, или вообще 1 из 10, настолько я не попала. Пожалуйста, оставляйте комментарии, мне очень важен фидбэк, потому что у меня такое чувство, как будто с каждым видео он становится все меньше и меньше. Мне из-за этого грустно. И таким образом, возможно, я сниму и вторую часть. А если вы хотите попасть во вторую часть этого, видимо, уже челленджа, то подпишитесь на мой телеграм-канал. Там находится вся моя социальная активность и как раз-таки наборы во всякие там челленджи. На этом все. Пока. Вы бы знали, как я хочу снять вторую часть, прям. Мне очень понравилась моя идея. И реализация тоже, знаете, такой мандраж испытывала, когда видела оригинальный дизайн. Такая радость, как будто, я уж не знаю, мне квартиру купили.